Есть 5 признаков, по которым можно определить, что руководитель не тянет, что он является слабым. Поэтому я вам очень рекомендую посмотреть это видео до конца. Возможно, вы найдете у себя какие-то слабые стороны. Возможно, у ребят, которых вы ставите руководителем, вы такие вещи найдете. Но это не значит, что это приговор. То есть все можно исправить. Вполне возможно, что руководитель может изменить свой подход, свое поведение и избавиться от этой слабости, а значит, приносить больше результатов и с большим удовольствием делать свою работу. Первый признак слабости — это то, что руководитель занижает требования к подчиненным. Он такой, знаете, мягкий. Он не очень требовательный. Надо понять одну вещь, что люди-то не всегда работают в полную силу. То есть людям свойственно расстраиваться, отвлекаться, залипать в социальных сетях, да и лениться в конце концов, потому что, чтобы там работать с полной отдачей, нужно прикладывать усилия. И зачастую люди просто не хотят прикладывать усилия, они не хотят напрягаться. И вообще работа руководителя, одна из самых главных ее частей, заключается в том, чтобы как раз помогать своим подчиненным, сотрудникам не лениться, выкладываться, прикладывать усилия, делать задачи с правильными приоритетами. Кстати, очень часто проваливают именно самые приоритетные задачи, потому что они требуют самых больших усилий. А также очень часто приоритетные задачи, они не являются какими-то обычными, рутинными. Они довольно часто являются новыми, необычными. И для этого нужно не просто какое-то физическое усилие приложить, а еще мозги подключить и так далее. Но что делает слабый руководитель, плохой руководитель? Ну что ж, он там как-то вяленько поставил задачу, там установил какой-то дедлайн, сотрудник дедлайн провалил, руководитель на это закрыл глаза, поставил следующий дедлайн, потом следующий дедлайн, потом он увидит, что уже все подходит там, к какому-то критичному моменту, и он сам закатал рукава и взялся за то, чтобы доделать эту работу. Или забрал эту задачу и там переложил на кого-то более ответственного, на кого-то более компетентного. Ну и эта ситуация, она повторяется, повторяется, повторяется. Я пришел договориться. Ты не сможешь так вечно. Смогу еще как. Отныне нас ждет одно и то же. Здесь надо принять во внимание еще один фактор. Люди всегда вас будут проверять на прочность как руководителя. Что я имею в виду? Это значит, что у человека, понимаете, у подчиненного всегда есть выбор. У него есть выбор быстро взяться и классно, системно выполнить задачу, или сделать так, чтобы эту задачу ему не ставили, забрали. И если это не приводит ни к каким последствиям для этого человека, то есть, как говорится, а зачем напрягаться, если можно не напрягаться? Поэтому люди проверяют руководителей на прочность всегда, это нормально. И если они выясняют, что руководитель требователен, что он как бульдог, он зубы не разожмет, он добьется выполнения задачи, знаете, что происходит? Они начинают это выполнять. Если они знают, что руководитель может забыть, провтыкать или кому-то другому передать, и это не приведет ни к каким негативным последствиям, но у них вырабатывается вот такой подход. Мы таким образом поощряем их лень. Поэтому, если ваш подчиненный вовремя что-то не выполнил, что вы ему поручили, что вы делаете? Во-первых, вы довольно спокойно выясняете, в чем причина. Выясняете, существует ли на самом деле какая-то реальная причина, какой-то реальный барьер. Как правило, нет. Руководители редко ставят невыполнимые или какие-то неадекватные задачи. Как правило, никакой реальной причины не было, кроме того, что сотрудник просто не принял во внимание важности и так далее. Поэтому вы отмечаете это и говорите: хорошо, я могу дать тебе еще немножко времени, и вы договоритесь с ним о другом дедлайне. И вы требуете, чтобы он выполнил это в этот срок. И каждый раз, когда это не происходит, вы немножко повышаете на него воздействие. Вы требуете, вы проявляете настойчивость, вы объясняете, что вы не собираетесь на самом деле от этого отступать, что ему все равно нужно это сделать. Вы делаете какой-то промежуточный контроль и так далее. Вы объясняете своему сотруднику, что от этой задачи зависит успех других сотрудников, других подразделений, компании в целом. И вы это настойчиво и при этом очень спокойно и дружелюбно объясняете и настаиваете, добиваетесь результатов, не проявляя никаких негативных эмоций. Почему нельзя проявлять негативные эмоции, понимаете? Потому что если вы проявите грубость, хамство и так далее,
у сотрудника появится просто еще одно оправдание, почему это не нужно делать. Это такая игра в поддавки. Когда вы ведете себя группой и хамите, вы просто играете в поддавки со своим подчиненным, потому что теперь у него есть еще одна причина, но он меня обидел, он на меня повысил голос, он там постучал кулаком по столу, ну и что же я теперь буду ему делать? Вот фиг ему и так далее. Смотрите, проявлять вот эту терпеливость, настойчивость и при этом позитивные отношения может быть не очень легко. Ну уж мы так приучены, что эмоции начинают подниматься негативные, когда кто-то не делает то, что обещал, и причем обещал неоднократно, но вы руководитель, это особая роль, поэтому проявляйте дружелюбие и требуйте. И начнет происходить магия, потому что когда ваши подчиненные убедятся, что вы не откажетесь, что вы добьетесь, что все равно эту задачу придется сделать, рано или поздно. Каждый раз ваши поручения будут выполняться все четче, все быстрее и с меньшими эмоциональными затратами. Второй признак слабости руководителя – это руководитель, который выдает такие готовые решения. Это такой решалка. Руководитель, который знает ответы на все вопросы, он любит умничать, он любит принимать решения, он любит выдавать готовые решения. И он не понимает одну вещь, которая при этом происходит. Он приучает своих подчиненных не думать. Он приучает своих подчиненных не принимать решения. Он прям вырабатывает у них такой подход, понимаете? Он это поощряет своим вниманием, своим временем и так далее. И что он получает в результате? Он получает подчиненных, которые не хотят самостоятельно принимать решения, и как только этому руководителю надо куда-то уехать, он чем-то занят, там, жизнь останавливается. Естественно, у вас сразу возникнет вопрос, и это нормально, а что, если мои подчиненные не в состоянии самостоятельно принимать решения? Если они не могут найти решение, если они будут делать глупости? Эй, Дэйв, дай мне договорить! И действительно, такой риск существует, особенно если вы вначале их приучили никогда не принимать решений. Но, тем не менее, как из этой ямы выбраться, если вы все-таки в эту яму попали? Если вы себя узнали в этом совете? А поверьте мне, я был таким. То есть в определенный момент, я помню свой прекрасный бизнес в 90-х годах, производственная компания, я прямо наслаждался тем, что я, черт побери, самый умный идиот. Я тогда не понимал, что я, по сути, создаю себе ловушку. Но мне нравилось это. У меня здесь были дизайнеры, у меня здесь были продавцы, у меня там было производство. Мне прямо нравилось быть самым умным таким решаловым всех проблем. Дурак. А как из этой ловушки выбраться? Все очень просто. Вы начинаете постепенно приучать своих ребят к тому, чтобы они самостоятельно принимали решения. То есть вы прям, я не знаю, я ставил на стол специальную табличку. Не давай решений. Задавай вопросы. И когда ко мне кто-то приходил и говорил: Александр Александрович, у нас вот здесь такая проблема, там бла-бла, что делать? Я говорил: а что ты сам думаешь надо сделать? А почему ты так думаешь? Объясни мне свое решение. Я забивался, заставлял, задавал вопросы. Да, это занимало некоторое время. Но, во-первых, большая часть этих предложений была вполне годная. Мне достаточно было сказать: ты молодец, слушай, гениальная идея, иди и воплощай ее в жизнь. Вообще людям нравится, на самом деле, воплощать собственные идеи в жизнь больше, чем те какие-то решения, которые им сбросили с вертолета. Но если они к вам приходят с какими-то негодными решениями, да, то вы, конечно же, задаете им дополнительные вопросы, потому что негодное решение обычно это результат того, что что-то не приняли во внимание. Например, он говорит: давайте дадим ему скидку, потому что он ценный клиент и так далее. Но он не принимает во внимание, что у нас есть другие ценные клиенты, с которыми этот человек общается. Если мы этому дадим скидку, то как мы будем смотреть в глаза всем остальным? Он просто этого не принял во внимание. Окей, задайте ему вопрос. А что мы будем делать вот с этими ребятами? Они же рано или поздно узнают, что мы вот этому клиенту даем скидку. Как мы с ними будем улаживать? Нам всем придется давать скидку, как ты считаешь? И он начинает принимать это во внимание, его решение становится более рациональным. Да, это занимает некоторое время. Вы задаете вопросы, вы добиваетесь, чтобы они сами начали принимать решения. Но результат, который вы в конечном итоге от этого получите, он просто потрясающий, потому что вы получаете в большой степени таких, знаете, самоходных, талантливых, способных ребят, и у вас потом не возникает ощущения, кто эти люди вокруг, почему без меня ничего не происходит. Следующий признак слабости. Он
менее распространен, но довольно распространен. Это микроменеджмент. Это когда руководитель старается контролировать каждый шаг своих подчиненных. Это тогда, когда он заглядывает им за спину, ему важно знать, видеть каждый документ, который они составили, каждое письмо или там документ, который уходит клиентам, контрагентам, они должны сначала одобрить у него и показать. Каждый промежуточный этап там, выполнения работы у него должны получить одобрение и так далее. И вот это вот такой микроменеджмент. Но что плохого в микроменеджменте? Первая плохая штука — это то, что если вы имеете дело с очень такими умными, талантливыми ребятами, их это просто бесит. Они терпеть, на самом деле, не могут микроменеджмент. И, скорее всего, они не захотят оставаться в вашей команде, они от вас просто сбегут, скажут: блин, он нас просто задолбал своим микроменеджментом. Это первая темная сторона. Вторая темная сторона — микроменеджмент. Он занимает до хрена времени. Тебе надо следить за каждым отдельным документиком, моментиком, этапом и так далее. А когда ты думать вообще будешь? Когда ты планировать будешь? Когда ты развивать свое подразделение как руководитель будешь и так далее? Потому что, да, ты хочешь, чтобы под контролем было то, что делают твои сотрудники, да, ты хочешь, чтобы они не допускали ошибки, это здорово. Ты хочешь, чтобы они не простаивали, они работали эффективно, это круто. Но как это делать без микроменеджмента? Ну, это довольно просто. Для этого нужно просто научиться планировать их работу и контролировать их работу правильно. Это очень простые инструменты. Этому очень легко научиться. И об этом я как раз рассказываю на своем мастер-классе. Он называется «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена». Хочешь об этом узнать? Регистрируйся по ссылке в описании. Следующий признак слабого руководителя — это такой себе руководитель-трудяга. Руководитель: я заработаю себя до полусмерти, а также заработаю до полусмерти, естественно, всех своих подчиненных и так далее. И он работает много, он много часов проводит на работе, он считает, что он такой прямо эффективный, он прямо такой результативный, но как минимум очень трудолюбивый. И таким образом он, значит, показывает какой-то пример. Но нам нужно продолжать работать и работать, а потом еще работать, пока не придумаем. А когда придумаем, все будет в ажуре. Я пошел спать. Ты никуда не пойдешь. Никто никуда не пойдет и не ляжет спать, потому что это на всю ночь. Будет весело. Это говорит только об одном. Это человек, который не умеет распоряжаться своим собственным временем и планировать свою собственную работу. Ну, вы же не думаете, что процветающие предприниматели, люди, которые строят большие бизнесы и зарабатывают миллионы или миллиарды, они работают в 1000 раз больше, чем работает там мелкий лавочник, который зарабатывает себе там просто на жизнь текущую и не больше. Нет, это так не работает. Время не определяет ваш успех. Время не определяет, сколько вы заработаете или какого размера будет ваша компания. Это так не работает. А определяет ваше планирование, определяет ваши приоритеты. Потому что когда мы мечтаем о каких-то больших целях, больших достижениях, в отношении планирования эффективности есть такой очень простой принцип, что для того, чтобы реализовать какую-то большую цель, надо каждый день делать что-то, что ведет тебя к цели. То есть, другими словами, для того, чтобы делать большие достижения, нужно каждый день уделять внимание приоритетным для этих достижений задачам. Не просто рутине, не просто выполнению всего, что на тебя свалилось, не просто делать всю работу, которая идет тебе в руки, а делать что-то, что ведет тебя по-настоящему к цели. Поэтому совет такой: планируйте. Планируйте на 30-35 часов в неделю, а все остальное вам добавит жизнь обязательно. И когда вы планируете приоритетные задачи. Пускай они не занимают весь день, пускай у вас много рутины, это понятно, но хотя бы что-то сделайте для достижения целей прямо сегодня и каждый день, и тогда вы сможете процветать со временем. 5-й признак того, что руководитель является слабым. Этот признак слабости связан с тем, что довольно часто руководители замечают только негатив. То есть они замечают только ошибки. Они, как бешеные собаки, бросаются на эти ошибки. Сотрудник где-то ошибся, что-то не доделал, и тут же руководитель выходит из-под пространства, из какого-то летаргического сна и набрасывается на этого сотрудника и делает ему замечания.
Но только вчера этот парень, он сделал очень много хороших, классных вещей, он выполнил свой план, он принес какие-то результаты. И этого никто не заметил. Почему? Ну, понимаете, когда вы работаете руководителем, у вас со временем вырабатывается такой шаблон. А что трогать? Вот оно работает, все нормально, все хорошо, зачем это трогать, да? Это раз. Второе, как правило, у руководителей много всяких задач, много всяких проблем. И поэтому, когда что-то идет хорошо, мы привыкаем это игнорировать. Ну, это как бы нормально, да, когда все хорошо. А вот когда что-то сломалось, что-то неправильно, вот это то, что надо фиксить. Проблема в этом следующая, что тогда все внимание руководителя, во-первых, направлено на тех, кто делает ошибки, или на людей, когда они делают ошибки. Это одна сторона. Люди к этому привыкают. А вторая сторона для самого руководителя, что в этом поганого? То, что у тебя, ты все время имеешь дело только с проблемами. Ты общаешься с сотрудниками только о проблемах. Ты не говоришь ни о чем хорошем, ты не рассказываешь им о том, какие они классные. И ты сам эмоционально, на самом деле, в эту трясину погружаешься. Потому что, когда ты говоришь сотрудникам, какие они хорошие, ты усиливаешь это чувство, у тебя больше любви, больше дружеского расположения к сотрудникам, тебе легче им управлять. Когда ты с ними говоришь только о проблемах, ты такой злой бука, на самом деле, ты все время их расстраиваешь, и тебе все меньше и меньше хочется с ними иметь дело. И вот если у вас когда-нибудь было такое состояние, когда вы чувствуете, что вам с вашими подчиненными все меньше хочется иметь дело, ставьте лайк этому видео. То есть, скорее всего, это связано с тем, что вы слишком мало их хвалите за то, что у них хорошо на самом деле получается. И поэтому совет очень простой, как это исправить. Замечайте все позитивное, замечайте все результаты и говорите сотрудникам об этом. Да, вам надо также замечать, когда они делают ошибки. Вам надо указывать на эти ошибки, безусловно. Но это должен быть здоровый баланс. И здоровый не только для них, но здоровый для вас. Потому что ваше желание иметь дело с людьми является, наверное, фундаментальным для того, чтобы хорошо делать работу руководителя.